Привет всем, всем добрый день. Здравствуйте, девочки, мальчики, всем бабулькам, дедулькам, всем тем, кто вяжет со мной. Ой, я очень рада опять быть вместе с вами и с огромным желанием хочу связать для вас очередное чудо. Это бесплатное МК от Натальи Лариной. Называется оно «Родной Мишутка». Ой, очень сильно хочу наполнить его энергией любви, мира и счастья на этой земле, если это получится, как всегда. Я думаю, получится. Вроде бы всегда получалось. Огромное спасибо еще раз, Наталье, за это МК. Я связала таких уже 4 медвежат. Было такое время, хотелось их просто в тишине связать, без того, чтобы снимать на видео. Такие моменты тоже бывают. И этим самым я, конечно, использовала фурнитуру, подбирала ее. Я использовала носики различного цвета и к ним подбирала пряжу этого же цвета. Эту вставочку с этими медвежатами я сделаю в конце видео. Если вы хотите, посмотрите, они уже готовы. И этот мишутка тоже, которого я сейчас буду с вами вязать. Вот. Ну и приступим. Что мне для этого надо? Я буду использовать, как всегда, крючок номер 5. Основную пряжу буду я брать Himalaya Dolphin Baby. И основной цвет у меня будет 337. Использовать я хочу еще пряжу 3 цветов, как бордовый. Я не помню, какой цвет, у меня кусочек лежал дома. Потом красный, 318 и белый. Носик я буду вязать из акрила, черный акрил и крючок номер 3,5. Это я тоже вам все покажу. Вот. Что еще? Мишка получается где-то 40 сантиметров. Хочу сказать, что вяжу я туго. Но все равно у других получается намного больше, чем у меня. Такой пряжи я вам советую 3 клубка иметь. У меня ушло 2,5. Но я вам советую 3 иметь, потому что все тоже много зависит от пряжи, от крючка и от вашего настроения. Одна девочка вязала, она говорит, у нее 3 ушло. Поэтому от 2,5 до 3 я вам советую иметь такую пряжу. Вот. Ну, тогда приступим. Всем легких петелек. Итак, вяжем с вами ушки. Для этого беру я коричневую пряжу, крючок номер 5, и мы начинаем. Вяжем с вами колечко амигуруми и делаем прибавки до 30 столбиков. Набираем сперва 6 столбиков. 5, 6. Затягиваем. И теперь мы делаем 6 прибавок. В каждый столбик мы делаем одну прибавку. 3, 4, 5 и 6. Ставим здесь маркер и вяжем следующие ряды. Итак, мы сейчас провязываем 1 столбик, 1 прибавка. И так 6 раз. Это значит столбик, прибавка, да, и так до конца ряда. Следующий ряд провязываем 2 столбика, прибавка, и так 6 раз. И еще один ряд провязываем 3 столбика, прибавка, и так 6 раз. У нас с вами будет 30 столбиков. Вяжем. Итак, вот я провязала эти ряды, у меня сейчас 30 столбиков, и мы вяжем без изменений 3 ряда. У Натальи в схеме стоит 4 ряда, но она эти ушки потом не ввязывала, да? А я их хочу, я имею в виду не ввязывать, а вместе связать за обе стеночки. Я их хочу вместе связывать, чтобы потом легче было пришивать, и поэтому у меня автоматически один ряд увеличивается, и тогда они получаются такие большие локаторы, девочки. Поэтому я здесь на один ряд вяжу меньше, но этот ряд, который у Натальи стоит в схеме, добавляю в тот момент, когда ухо будет готово. Мы его потом так складываем и провязываем за обе стеночки, понимаете? Вот. Итак, мы сейчас провязываем с вами 3 ряда без изменения 30 столбиков.
Вот я провязала, девочки, эти 3 ряда. И теперь мы делаем один ряд с убавками. Мы провязываем 3 столбика и убавка. И так 6 раз, весь ряд. 3 столбика, убавка. Провязываем до конца ряда. Вот, провязала до конца. Теперь мы вот так его складываем. Это то, что Наталья не делала. Она потом просто брала вот так и пришивала к голове. Но мне больше нравится пришивать только вот за одну линию. А здесь их 2 у нас, да? Или 2 слоя за один слой. Поэтому мы просто берем и вяжем их вместе. Вот так. Провязываем так до конца ряда. Последнюю я всегда делаю соединительную. И оставлю подлиннее, и я пришью. Ну вот такое ухо у нас готово. Так, дальше мы вяжем вот такую руку. Сейчас я подготовлю. Так, для этого мы также делаем колечко амигуруми и вяжем с вами 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Вам света хватает? Я думаю, да? Вечер или ночер уже даже у меня. Так, теперь мы делаем прибавки до 30 столбиков. Это точно так же, как мы сейчас вязали ушки. Это значит, мы сперва провязываем в каждый столбик прибавку 6 раз, потом мы вяжем с вами 1 столбик, 1 прибавка, и так 6 раз, потом вяжем 2 столбика прибавка, и так 6 раз, и еще один ряд 3 столбика прибавка, и так 6 раз. У нас с вами будет 30 столбиков. Так, вот я набрала 30 столбиков, и теперь мы вяжем, девочки, без изменений 4 ряда. Ставим здесь маркер и провязываем по кругу 4 ряда. Провязали 4 ряда, и теперь делаем один ряд с убавками. Мы провязываем 3 столбика и делаем одну убавку. И так до конца ряда 6 раз. 1 столбик, 2, 3 и делаем одну убавку. Провязываем так до конца ряда и потом провязываем один ряд без изменений 24 столбика. Итак, провязала эти ряды, вяжем дальше. Мы делаем сейчас один ряд с убавками. Для этого мы провязываем сперва 9 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь мы делаем 3 подряд убавки. 1 убавка, 2, 3. И до конца ряда провязываем 9 столбиков. 6, 7, 8, 9. Ставьте сюда наверх маркер. И мы должны сейчас провязать с вами без изменений 9 рядов. 9 рядов, 21 столбик. И заполняем ручку ватой. Там, где мы делали 3 подряд убавки, будет такой изгиб. Смотрите, вот как тут. Вот тут у нас 3 подряд убавки. Я заполнила ватой и сделала такой изгиб. Да? Форму сразу делаем. Заполняла я, ну вот до этого места.
Здесь плотно, а здесь уже совсем мягко. Вяжем сперва без изменения 9 рядов, 21 столбик. Так, девочки, смотрите, провязала эти 9 рядов, заполнила ватой. Как-то вот так вот у меня получается. Теперь мы вяжем опять один ряд с убавками. Мы провязываем 10 столбиков, 1 убавка, 9 столбиков. Да? И потом 2 ряда без изменений. Я повторяю. 10 столбиков, убавка, 9 столбиков. И 2 ряда без изменения, 20 столбиков. Так, провязали и вяжем теперь опять один ряд с убавками. Мы провязываем с вами 6 столбиков. 4, 5, 6. Теперь мы делаем одну убавку. Провязываем теперь 8 столбиков. Делаем одну убавку. Провязываем 2 столбика. И делаем одну убавку. Вот. Теперь мы должны с вами провязать 2 ряда без изменений, 18 столбиков. Но мы вяжем теперь это другой нитью. Вот. И когда я буду делать смену нити, я не буду делать обвязку манжета нигде. Я буду просто делать смену за заднюю полупетлю. Тогда нету вот этих вот цик-цаков много. Я ввожу крючок за заднюю полупетлю и делаю смену нити на белую. И провязываю весь ряд за заднюю полупетлю. 18 столбиков без изменений. Можно провязать и нормально, да, вот полностью за петлю. Там уже вы сами смотрите, как вы хотите. Я пробовала за заднюю, и мне так больше нравится. Получается ряд такой более ровный. Вот, провязываем так до конца ряда. И потом провязываем еще один ряд без изменений, 18 столбиков. Вот я провязала эти 2 ряда. И теперь мы просто вот ищем, где у нас рука, вот эта часть. И вот так вот мы их складываем. Если вам нужно, провяжите еще одну петельку сюда. Если нет, распустите. Но самое главное, чтобы вот эта рука, вот так она была, да? И теперь мы связываем или вяжем вместе за обе стеночки. И рука готова. Так, провязываем. Ручки и ножки, они все в тело ввязываются. Ну, вот так получилось. 2 руки вот такие у меня. Вот, вяжем ноги. Ноги выглядят вот так. Для этого, девочки, мы берем и вяжем с вами колечко амигуруми. И прибавляем точно так же петельки, как мы делали на руках 30 столбиков. Только на ноге мы делаем один ряд больше, да, чтобы у нас было 36 столбиков. Для этого мы берем колечко амигуруми и вяжем с вами 6 столбиков. Три, 4, 5, 6. Затягиваем. И теперь делаем прибавки. Мы сперва делаем один ряд, 6 прибавок. 2, 3, 4, 5, 6.
Следующий ряд мы вяжем 1 столбик, 1 прибавка и так 6 раз. Следующий ряд 2 столбика прибавка и так 6 раз. Потом ряд 3 столбика прибавка и так 6 раз. И еще один ряд, девочки, 4 столбика прибавка и так 6 раз. У нас будет с вами 36 столбиков. Когда мы эти прибавки сделаем, мы вяжем потом 5 рядов без изменений. Окей? Делаем прибавки до 36 столбиков и 5 рядов без изменений. Итак, я провязала нужные ряды. Последние у меня были 5 рядов, 36 столбиков. Теперь мы будем делать 2 ряда с убавлениями. 2 ряда? 2 ряда. 2 ряда с убавками. Итак, мы провязываем сперва 9 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь делаем убавки. Мы провязываем одну убавку и 2 столбика. Опять 1 убавка, 2 столбика. И так еще 2 раза. Убавка, 2 столбика, убавка, 2 столбика. Теперь мы провязываем одну убавку и вяжем до конца ряда 9 столбиков. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9. Следующий ряд. У нас сейчас 31 столбик. Следующий ряд мы провязываем 8 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы вяжем с вами 1 убавка, 1 столбик. Итак, 4 раза, да? 1 убавка, столбик, убавка, столбик и последняя убавка и столбик. Упс. Так, теперь мы провязываем еще 1 убавку и 9 столбиков до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, у нас с вами 26 столбиков. Провязываем 1 ряд без изменений. Провязала, свяжем еще 1 ряд с убавками. Мы провязываем 8 столбиков. 2, 3, 5, 6, 8. И теперь мы здесь делаем 5 подряд убавок. 1, 2, 3, 4, 5. До конца ряда 8 столбиков. Так, у нас с вами, девочки, 21 столбик. Мы сейчас заполним эту ножку ватой. Такая форма получается у нее. И провязываем с вами 11 рядов без изменения. Потом, когда мы эти 11 рядов провяжем, складываем ее вот так пополам. Да? Когда мы вот 11 рядов провяжем, вот так мы ее складываем и провязываем за обе стеночки. Вот. Провязываем 11 рядов,
Заполнила я ногу вот именно только эту деталь. Здесь оставила без ваты. Потом я вот так ее сложила и провязала за обе стеночки. Нога готова. Окей? Так что сейчас вам только провязать без изменения 11 рядов, 21 столбик. Так, ножки готовы. Теперь давайте мы свяжем с вами хвостик. Уже сразу свяжем все маленькие эти детальки, да? Итак, для хвоста нам нужно также колечко амигуруми и вяжем с вами 6 столбиков. Так, раз. Два. Три. 4. 5. 6. Затягиваем. И теперь мы делаем с вами 2 ряда с прибавками. Один ряд вяжем. В каждую петельку делаем прибавку. Это значит 6 прибавок. И следующий ряд мы вяжем 1 столбик, 1 прибавка. И так 6 раз. Вот я провязала. Теперь ставим здесь маркер. У меня сейчас 18 столбиков. Так, и теперь мы провязываем с вами 2 ряда без изменений 18 столбиков. Вот я провязала эти 2 ряда, и теперь мы делаем 1 ряд с убавками. Мы провязываем 1 столбик, 1 убавка, и так 6 раз. Столбик, убавка. Так до конца ряда провязываем. И все, на этом хвостик готов. Заполняем ватой и потом его пришиваем. До конца я его не закрываю, иначе он будет очень сильно торчать. Все то, что открытое в этом хвостике, оно все равно прилегать будет к телу. Так. Мне очень часто пишут девочки, спрашивают, где я беру вату. Особенно те, кто с Украины приехали в Германию. Я вату не покупаю. Есть специальная вата, которая вот именно для игрушек. Она такая вся мелкая, рассыпчатая. Мне она не нравится. Я люблю вот такую вот упругую, да. То, что она такая упругая, она сама по себе игрушки так растягивает, что они ровно получаются наполненные. А та, которая мелкая и состоит из таких маленьких кусочков, это специальная вата для игрушек. Ей очень тяжело заполнять игрушки так, чтобы они все были равномерно наполнены, красивые. Они получаются волнами, мне не нравится. Поэтому я использую все подушки. Вот не поверите, девочки, сейчас я вам покажу кое-что. Вот смотрите, девочки, вот такая подушка, видите, декоративная подушка, они продаются везде, в любых магазинах. У меня соседка, она знает, ну тут все знают, что я вяжу игрушки, и у нее такая декоративная лежала, она ей не нужна была. И я как-то с ней разговаривала, говорю, ты не выкидывай такие вещи, я беру этот наполнитель. Вот она мне ее дала, 2 штуки, я ее постирала, она еще мокрая, только вот с машинки ее вытащила. Я всегда на 90 градусов ее простирываю. Иногда добавляют, даже есть такой специальный дезинфекцион, такой митель, ну, чтобы она просто от всяких бактерий, все такое. Хотя это, ну, это квач. Если вы на 90 градусов ее кипятите, там уже ничего нету. Вот. Это для тех, кто такой перфекционист, да. Потом я вот сейчас вам даже покажу. Вот она мне эту подушечку отдала. И я не знаю, какая там вата, но я уже чувствую, что именно та вата, которая мне нужна. Вот. Такие подушечки стоят 3 евро. В каких-то там, я не знаю, в дешевых магазинах можно купить. В Германии есть такие магазины, как Поко, Сконта, и там они лежат. И мне достаточно, здесь много очень ваты, хватает ее. Вот. Офигенная вата. Она сейчас, конечно, так сильно не открывается, потому что она еще мокрая. Вот это вот просто кайф. Вот таким вот наполнителем я пользуюсь. Некоторые есть чуть-чуть другого качества, но вот это вот самое то. Вот этим я люблю пользоваться, потому что она такая упругая. Есть некоторая вата,
Она сама по себе такая жесткая, что когда вы игрушки утягиваете, мордашки, то вы можете потом иглой не проткнуть. Такая она жесткая вата. Но вот это самое то. Так что если вы, девочки, хотите не сильно много отдавать денег на вату, вот такие подушки вы декоративные вы можете купить за 3 евро в магазинах. И не нужно много денег за это отдавать. Потому что если все оригиналом покупать, вы даже себе не представляете, во сколько вам одна игрушка обойдется. Так, теперь мы будем вязать с вами носик еще у нас остался. Носик я буду вязать из акриловой пряжи, буду вязать его черным. Так как у меня кофта для медведя будет красная, бордовая, я, конечно, могла бы взять и связать ему нос красный. Но что-то я боюсь. Что-то я боюсь и решила связать черный. Я вам покажу, как он вяжется. А сама потом подумаю, но у меня нету такой акриловой красной нитки сейчас дома. Короче, мы свяжем с черной. Обыкновенная акриловая нитка и крючок номер 3,5. Так, для этого, может быть, плохо будет видно, но вы слушаете, да, что я говорю. Мы делаем колечко амигуруми и вяжем 6 столбиков, ну, как всегда. И делаем потом 6 прибавок. Два, 3, 4, 5 и 6. Вот в колечко мы сделали 6 столбиков. Сейчас, подождите, я еще другой свет еще включу. Я не знаю, ну что-то даст, нет. Еще. Так, может быть, сейчас лучше видно будет. Я сама ничего не вижу, если честно. Но хочу ему черный нос. Так, теперь мы делаем 6 прибавок. Вот в это колечко теперь мы делаем 6 прибавок. Это значит, мы каждый столбик делаем одну прибавку. Одна. Вторая. Третья. И так до конца ряда делаем 6 прибавок. Вот, я провязала 6 прибавок. У меня сейчас 12 столбиков. Теперь мы вяжем с вами 4 столбика и 2 прибавки. И так 2 раза. Это значит, мы провязываем 1 столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик. И теперь мы делаем 2 подряд прибавки. Одну прибавку. В следующий столбик мы делаем еще одну прибавку. И теперь это повторяем. Еще раз, значит, мы провязываем сейчас 4 столбика. Раз, два, три, 4. И делаем 2 подряд прибавки. Одна прибавка. И вторая прибавка. Так, у нас 16 столбиков. Точно так же мы провязываем сейчас 6 столбиков, 2 подряд прибавки. 6 столбиков, 2 подряд прибавки. Провязываем. Так, девочки, я провязала, у меня сейчас 20 столбиков. Теперь нам нужно провязать 2 ряда без изменения 20 столбиков. Вот я провязала эти 2 ряда, и теперь нам остался еще один только ряд. Ряд с убавками. Я вам скажу, как это делается. Мы провязываем сейчас 6 столбиков, 2 подряд убавки. 6 столбиков, 2 подряд убавки. И все. Короче, вяжем. Раз, два, три, 4,
5, 6. И теперь я делаю 2 подряд убавки. 1 убавка. 2 убавка. И повторяем еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 подряд убавки. В принципе, если слушать, даже не обязательно смотреть сюда. Вот. И делаем еще здесь одну соединительную петлю. Я еще ее вот так сделаю. Оставлю подлиннее, чтобы потом пришить. И знаете, как еще можно сделать? Ей же можно и вышить этой ниткой. Можно подлиннее ее совсем оставить. Но я вышивала у тех медвежат Yarn Art Jeans. А это акриловая, она некрасивая. Поэтому я пришью просто этой ниткой сам нос. И все. Заполняем его ватой. А лучше отмотать кусочек вот этой вот пряжи черной в такой вот моточек и туда засунуть, чем белую вату. Потому что очень часто белая вата, она просвечивается через дырочки. Потому что нитка жесткая, и ты хочешь не хочешь, все равно дырочки немножко видно. И она может как вылазить отсюда, она может просвечиваться. Поэтому я делаю часто так, что я вот намотаю, складываю, да, чтобы форма была, и все. Вот, носик вот такой готов. Я буду сперва вставлять глаза, делать утяжки, а потом в самом конце пришивать нос. Потому что нос, он должен прям вот между глазками сидеть, прям вот все, оно должно вместе, как в одном пакете быть, да? Ни ниже, ни выше. Я, конечно, еще сейчас немножечко так вот думаю, размышляю, связать ли мне красный нос. Но у меня нету нитки, если мне получится на этих днях найти. Из этих ниток у меня может все видео застопориться, поэтому я бы хотела это видео уже сделать для вас. Поэтому я сейчас показала его в черном цвете, но если я нитки найду, я свяжу еще такое же в красном, и потом я приложу и посмотрим, как она будет красиво смотреться. Я буду использовать вот эту нитку красную, да, это бордовая, и вот эту вот полосатая. У меня будет бордовая, красная и белая. Вот. Белую мы там уже ручки с вами вот вывязывали, да, вот белая. Вот, и теперь я даже не знаю, или нужно будет вот таким цветом нос связать, или вот таким. Вот. Ну, как-то так. Не так, чтобы этот черный, он сильно, знаете, как контрастный такой был. Ну, хотя, ну, черный нос он везде. Но я думаю, если нитку найду, я такой еще один свяжу и приложу просто, а там видно будет, потому что я не могу еще пока решиться, не могу себе представить у медведя красный нос. Вот, ну, посмотрим. Хотя тех медвежат, которых я вязала, там и розовый, и синий нос, и она все так красиво смотрится. Так, ну все. Я думаю, вам это было понятно. Этот носик, это не тяжело, в принципе. Если вы меня слышите, то вам не обязательно смотреть на петельки, которых и не видно. Что мы будем сейчас делать? Давайте, девочки, сейчас время уже очень поздно, мы начнем с вами еще вязать тело. И там тоже порядков надо рядов связать. И как раз это то время, когда оно у меня укачивает, да, эти ряды. И завтра я буду видео доделывать. Так. Для этого нам сейчас надо будет с вами в колечко амигуруми 6 столбиков и набирать 66 столбиков. Это значит, последний ряд у нас будет 9 столбиков прибавкой, так 6 раз. Для этого берем нитку коричневую. Я сейчас начну, и мы продолжим там уже самостоятельно, да? Делаем колечко амигуруми и вяжем с вами, как всегда, 6 столбиков в кольцо. 3, 4, 5, 6. Затягиваем. И теперь начинаем. Первый ряд мы всегда делаем прибавки в каждый столбик.
значит 6 прибавок. 2, 3, 4, 5, 6. Так, следующий ряд мы вяжем с вами 1 столбик, 1 прибавка. И так 6 раз. Весь ряд. Столбик, прибавка, столбик, прибавка. И еще один столбик и прибавка. Теперь я для себя поставлю здесь маркер. И мы прибавляем точно так же до тех пор, пока у нас не будет сами 66 столбиков. Это значит, следующий ряд мы провязываем уже 2 столбика прибавка и так 6 раз. Следующий ряд 3 столбика прибавка и так 6 раз. Следующий 4 столбика прибавка и так 6 раз. И так вот мы постоянно, каждый ряд 1 петля больше, больше, больше. И до того момента, пока мы последний ряд с вами провяжем 9 столбиков прибавка и так 6 раз. И у нас с вами будет 66 столбиков. Когда мы эти столбики наберем, мы должны будем еще провязать 3 ряда без изменения 66 столбиков. Вот, давайте это мы провяжем самостоятельно. Если я до этого момента не усну, то мы вяжем с вами еще ноги. Окей? Вяжем. Итак, девочки, вот я набрала эти петли и провязала еще 3 ряда 66 столбиков. Теперь мы будем ввязывать с вами ноги. Самое главное, чтобы первую ногу, которую мы будем ввязывать, чтобы она вот лежала вот так. Не так, да, а вот так. Чтобы она туда смотрела. И мы провязываем с вами 10 столбиков вместе с этой ногой. Так, первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шесть. 7, 8, 9 и вот эту последнюю петлю 10. Так, провязали, и теперь мы вяжем с вами 20, сейчас посмотрю, да, 23 столбика. Провязываем 23 столбика без изменений. Провязала. Теперь мы прикладываем другую ногу. И также провязываем 10 столбиков вместе с этой ногой и с телом. И потом у нас еще остаются 23 столбика до конца ряда. Начало ряда у нас будет вот здесь, там, где мы начинали ввязывать первую ногу. Так начало она и остается здесь. У нас здесь и будет и смена нити, это все как под рукой будет, она не будет видно. Да? Итак, точно так же ввязываем ногу, провязываем 10 столбиков и вяжем до конца ряда. Остается 23 столбика. Если мы это провязали, то вяжем потом 3 ряда без изменения, также 66 столбиков. Так, девочки, провязала я эти 3 ряда. И теперь вот сейчас мы будем менять нить. Меняем нить на бордовую. Вы можете любую свою какую-то там брать, какую вы хотите по цвету, да? Вот. И мы должны этой бордовой ниткой провязать 2 ряда без изменений. Я, когда буду менять, буду вязать за заднюю полупетлю. Но опять же, я манжет делать не буду. Я буду просто вязать первый ряд за заднюю. Тогда
смена получается такая ровненькая. Вы можете вязать, как вы хотите. Можно, конечно, в этом же моменте и потом манжет обвязать. Так, вяжем 2 ряда. Это значит, я вяжу сейчас первый ряд за заднюю полупетлю. И потом следующий ряд я вяжу, как всегда. Вот так. Провязываем один ряд и потом еще один ряд. Так, девочки, вот провязала эти 2 ряда. Теперь мы вяжем один ряд с убавками. Для этого мы провязываем сперва 11 столбиков. 5, 6, 7, 10 и 11. Очень красивый цвет. На камере так его не видно, как вживую. Вот малиновый такой. Нет, не малиновый, бордовый такой. Очень красивый. Так, теперь мы вяжем с вами 3 столбика убавка и так 4 раза. Так, давайте посмотрим. Вот эти вот 3 столбика убавка и так 4 раза должны произойти именно здесь на животе. Это значит, как бы нам не пришлось сдвинуть немножечко начало ряда назад, лишь бы на животике они здесь произошли. Раз, два, три, убавка. 3 убавка, 3 убавка и 3 убавка. Ну да, в принципе, здесь она и происходит. Все нормально. 2 петельки, может быть. Здесь начало ряда, здесь 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ну, я 2 петли пойду я назад. Я немножко сдвинулась. У меня вот здесь вот начало ряда было 11 столбиков. Так, теперь мы провязываем, потому что вот эти убавки 4, они должны быть именно там, где живот. Вы у себя тоже откоррегируйте, да, чтобы живот в бок не уходил. Итак, мы вяжем 3 столбика. 1, 2, 3 и делаем одну убавку. Так провязываем 4 раза. 1, 2, 3, убавка. 1, 2, 3, убавка. И последний раз. 1, 2, 3, убавка. Провязали. И до конца ряда, девочки, у нас 32 столбика. Это вот до этого места провязываем вот до конца ряда. Когда мы это провяжем, то мы потом должны провязать один ряд без изменения 62 столбика. Довязываем это, и мы с вами увидимся завтра. Всем спокойной ночи, пока. Итак, девочки, вяжем с вами далее. Следующий ряд. Мы сейчас последний ряд провязали, или вчера провязали, 62 столбика, один ряд без изменений. Теперь мы вяжем опять один ряд с убавками. Для этого мы провязываем сперва 11 столбиков. 5, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь будем делать с вами убавки. Мы вяжем 3 столбика, 2, 3. Теперь мы делаем одну убавку. Теперь мы вяжем 2 столбика убавка и так 3 раза. 1, 2, убавка. 1, 2,
убавка и еще раз. Теперь мы вяжем 2 столбика. Вот. Далее провязываем, девочки, 15 столбиков. Да, провяжем сперва 15 столбиков. Провязала. Теперь мы делаем с вами одну убавку. Теперь провязываем 8 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы делаем одну убавку. До конца ряда остается еще 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Так, у нас сейчас с вами 56 столбиков. Нам нужно, девочки, провязать сейчас еще вот этим цветом один ряд без изменения, 56 столбиков. Потом, когда мы этот ряд провяжем, я беру красную нить, вот эту, да, и делаю смену нити после того, как мы этот ряд без изменений провяжем. Делаем смену и вяжем 3 ряда без изменений еще красным цветом. 56 столбиков. Окей? Я повторю. Провязываем сейчас этим цветом один ряд, потом делаем смену нити на красный или там ваш любимый другой цвет и провязываем еще 3 ряда без изменений. А потом здесь встретимся. Провязала я эти ряды, и теперь, девочки, мы вяжем следующие 2 ряда с убавками. Итак, мы вяжем сейчас с вами 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь мы делаем одну убавку. Теперь провязываем с вами 26 столбиков. Провязала 26 столбиков. А теперь мы делаем здесь одну убавку. И провязываем еще до конца ряда. У нас с вами 20 столбиков. Провязываем. Провязали, девочки, у нас сейчас 54 столбика. Следующий ряд мы провязываем с вами 7 столбиков убавка и так 6 раз. И потом один ряд без изменений. Это значит, провязываем 7 столбиков убавка, 7 столбиков убавка, 7 столбиков и так до конца ряда. И потом один ряд 48 столбиков без изменений. Так, провязали эти ряды. Теперь мы будем делать смену нити. И вот когда мы смену делаем, да, сразу же провязываем один ряд с убавками. 6 столбиков убавка и так 6 раз. Так, это у меня будет первая петля. Я делаю смену на белую нить. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И теперь делаем убавку. Немножечко тяжело нам будет делать, потому что я их делаю за задние полупетли. Вы можете вязать как вам удобно, вы можете полностью за петли вязать. Далее опять 6 столбиков убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь делаем убавку. Ну-ка.
Вот. И так провязываем до конца ряда. 6 столбиков убавкой и так 6 раз. Когда мы этот ряд провяжем, у нас с вами будет, девочки, 42 столбика. И потом мы вяжем 2 ряда без изменения 42 столбика. Так, девочки, посмотрите, провязала эти ряды. Наполнила я тушку ватой. Да, и теперь вот в следующем ряду мы будем ввязывать руки. Так, хватает сюда резкости. Так, для этого мы прикладываем руку так, чтобы она вот симметрично была. Вот сюда. Вот так вот. И ввязываем ее. Ввязываем эту руку вместе с телом. Потом между ними должно быть примерно 10 петель. Потом прикладываем вторую руку и точно так же ввязываем в тело. И идем до начала ряда или до конца ряда, да? Сейчас попробую здесь. Здесь уже не сядешь, девочки. Здесь надо уже стоять. Так. Для этого я всегда вот эти вот боковые сопельки собираю. И вот вхожу в первую петлю. Один столбик. Здесь примерно должно быть 9 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня здесь получилось 8, потому что 9 я затянула соединительной петлей, поэтому мне ее не видно. Смотрите, как у вас там по схеме должно быть 9 столбиков. Но это не так важно, девочки. Самое главное вам ввязать эту руку. И теперь провязываем. Ну, давайте посмотрим. Тут по схеме стоит 10 столбиков. Тоже провяжем 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну и 10. Самое главное, если вы сейчас будете вторую руку прикладывать, чтобы она также симметрично лежала. Так, вот это она мне упала. Ой. Так, приложите ее и посмотрите, девочки, чтобы она не там чересчур впереди была, не чересчур сзади. Все должно быть симметрично. Я думаю, что она будет прям так, как должно быть. Если вдруг вы когда вяжете, и она получается чуть-чуть назад, ну распустите и придвините ее сюда. Но у меня на всех медведях, то что я вязала, везде 10 и все получалось. Так, берем эту руку и ввязываем ее. Так, сейчас, девочки, я его как-нибудь посажу, потому что это уже большой у меня тут косолапый. Вводим в тело и в руку. Раз, два, 3, 4, 7. Тоже у меня здесь 8. Ну, потому что я последнюю 9 петлю везде сделала как соединительную, я её затянула, поэтому. Так. Ну и теперь вяжем до конца ряда. Это значит до того момента, где мы начали ввязывать руку. Вот.
у нас получается начало ряда где-то сбоку здесь, да? Но когда мы сейчас будем вывязывать голову, мы остановимся сзади на спине, и это у нас будет начало ряда. Но нам надо это провязать до конца. Так, это довязываем до конца, и следующий ряд у нас идет, девочки, 5 столбиков убавкой, так 6 раз. Это значит 5 столбиков убавка, 5 убавка и так далее весь ряд. У нас с вами будет 36 столбиков. И потом вяжем один ряд без изменений, 36 столбиков. Так, девочки, вот я провязала эти ряды. Теперь мы сейчас меняем нить на цвет вот этой вот мишки опять, да, цвет головы. И делаем так. Мы сейчас меняем здесь цвет нити. Потом мы провязываем коричневым цветом один ряд без изменений. Вот. И потом в следующем ряду мы делаем 36 прибавок. Да? Я повторяю. Меняем цвет на коричневый. Провязываем один ряд без изменения. И потом следующий ряд мы делаем 36 прибавок. Это значит, в каждую петлю мы делаем прибавку. И у нас будет 72 столбика. Это мы потом будем вывязывать голову. Вот. Давайте провяжем сперва это. Коричневая петля. Ой, господи, петля. Все, девочки, мне уже пора в постель. Коричневая петля, блядь. Лена, куда ты дела нитки? Ёшкин цвет. Секундочку. Так, нашла я клубок свой. Здесь я уже не буду делать за заднюю полупетлю, а буду нормально вывязывать, потому что здесь все равно, когда мы будем в следующем ряду делать прибавки, оно все стягивается так, что не видно будет этих цик-цаков и все такое. Так, вот коричневая. Меняем, девочки, на коричневую. Все видно? Провязываем один ряд без изменений. Вот так вот это делается. Для тех, кто новичок, просто один ряд без изменений. Если вы это провязали вот так, то мы потом делаем в каждую петельку прибавку. Здесь прибавка, здесь, здесь и так далее. 72, ой, господи, 36 прибавок. У нас будет с вами 72 столбика, и после этого вяжем 2 ряда без изменений, 72 столбика. Так, девочки, посмотрите, вот я провязала эти 36 прибавок, и потом провязала еще 2 ряда без изменений, 72 столбика. Теперь мы должны сделать еще один ряд с прибавками, и потом будем вязать 10 рядов без изменений. Для этого мы сейчас будем вязать с вами 11 столбиков, прибавка, и так 6 раз, да? 11 прибавка, 11 прибавка, так весь ряд. Когда мы это провяжем, у нас будет с вами, сейчас скажу, 78 столбиков. И мы должны будем провязать 10 рядов, 78 столбиков. Делаем это самостоятельно. Итак, девочки, вот я провязала 10 рядов, и теперь мы будем делать с вами здесь убавки. До этого мы должны провязать сперва с вами 22 столбика. Мы стоим сзади, прямо в середине головы, и провязываем сейчас 22 столбика. Провязали. Теперь мы делаем, девочки, 6 убавок подряд. Одна убавка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Теперь провязываем 6 столбиков. Теперь делаем опять 6 убавок. Тут у нас образовываются щечки. 3, 4,
6. Самое главное, чтобы эти убавки были именно там, вот где у нас идет лицо, да, тут 6, тут 6. Теперь до конца ряда у нас остается провязать еще 26 столбиков. Провязываем до конца ряда эти 26 столбиков и потом провязываем 2 ряда без изменений, 66 столбиков. Итак, девочки, провязали эти 2 ряда. Теперь мы вяжем еще ряд с убавками. Мы провязываем сейчас 9 столбиков убавка и так 6 раз. И потом провязываем 3 ряда без изменения, 60 столбиков. Итак, девочки, вот я провязала эти 3 ряда. Сделала убавки, провязала 3 ряда. Вставила ему глазки. Глазки я вставила чуть выше, вот где мы делали эти убавки. Вот тут эти 6 убавок было. Вот тут и тут. И прям сразу выше идут глазки. Они у меня 18 миллиметров. Носик мы ему связали. Сейчас, конечно, это так все выглядит немножечко, да, как-то комично. Но когда мы вот этот рост все стянем, она будет самое то. Когда голову еще наполним до конца. Я чуть-чуть заполнила, да. Вот. Носик у нас вот будет вот этот. Поэтому, если нос мы будем пришивать, то мы можем его подстроить прям под глазки, как оно должно быть, когда уже глазки будут сидеть. Заполнить его обязательно ватой и потом вот здесь пришить. Те, у кого есть фурнитура, вы можете в первую очередь посадить сперва в середине нос, а потом уже от него пляшут глазки. И можно здесь различные носики. Вот это вот настоящий медвежий нос, только его чуть-чуть пониже посадить. Так он сбоку выглядит. Настоящий. Вот. Потом можно такой использовать. Точно такой же, как мы связали, только вот овальный. Это вот эти носики. Они у меня 2,5 сантиметров, которые я использовала в других медвежат. У меня есть такие розовые, голубые, да, тоже можно использовать. Ну или вот такие носы треугольные, мне кажется. Мне кажется, почему-то медведю самое больше всего. Или вот пятак такой большой должен быть, или более овальные такие носы. Мне кажется, это будет очень красиво. Так, но я хотела связать обязательно медведя с таким вязаным носиком по МК от Натальи. Поэтому я здесь искусственные носы садить не буду, а вот именно этот вязаный, он уже в самом конце, когда я голову довяжу, когда я все закрою, да, тогда уже можно, я думаю, в первую очередь, наверное, я утяну глазки, а потом уже я пришью носик. Да, девочки. Вот тут снизу примерно надо приложить, потом вот утяжки сделать, а потом, когда утяжки уже сделаны, потом этот носик пришить. Так поставить, чтобы он прям под глазками был. Это уже мимика тогда. Можно будет этим играть, да, варьировать, чтобы правильно этот нос посадить. Вот, ну, я думаю, глаза где-то так. У меня здесь 2, 4, 6, 8 между ними петелек. Я его буду тогда цеплять или их цеплять. Мне кажется, что так самое то. Да, так самое то. Просто сейчас окажется, как будто они туда углубляются, но голова еще вяжется, она еще должна закрываться. Поэтому я оставлю их так, как они есть. Вот. Крепим. И теперь мы будем убавлять далее. Теперь у нас идут убавки до конца, до тех пор, пока мы голову не закроем. Это значит, девочки, мы начинаем сейчас убавлять 8 столбиков убавка, 8 столбиков убавка, и так весь ряд. Следующий ряд мы вяжем 7 столбиков убавка, 7 столбиков убавка, и так весь ряд. Потом у нас идет 6 столбиков убавка и так далее до конца, пока у нас вообще петель не останется, да, тогда мы уже делаем там 6 убавок и все. И в это время, когда мы убавляем, мы закрывая голову, мы наполняем ее обязательно ватой, делаем хорошие щечки ему. Если голова будет казаться вам сильно большой, это не страшно, потому что когда мы будем делать убавки, она все равно еще, знаете, стягивается вся. Вот, так что давайте довязываем эту голову, начиная с 8 столбиков убавкой, так 6 раз и так далее до конца, до тех пор, пока голова не будет закрыта. Окей, я сегодня себе палец поранила здесь, здесь и еще с другой стороны. Я вообще вязать не могу, он у меня так опух, поэтому я думаю, что вам не тяжело будет здесь сейчас это вот все самим довязать, да? Вы со мной не первый раз уже вяжете.
Вот, ну ладненько, тогда закрываем. Итак, девочки, смотрите, вот я все закрыла. Вот так выглядит голова. Давайте мы еще маленький ротик ему свяжем, а потом все с вами утянем. Ротик вяжется очень легко. Колечко амигуруми. Вяжем 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. Затягиваем. Я делаю так, что я поворачиваю работу и иду под эту первую петлю. Провязываю один столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Автор делал еще один ряд. Это значит, можно точно так же повернуть и также провязывать, да? Губа будет побольше, если вы этого хотите. Мне нравятся такие маленькие, поэтому я остановлю здесь. Сделаю здесь соединительную петлю. Ну, завяжу 2 эти ниточки между собой. Вот так вот. Потом я их отрежу и прижгу зажигалкой. Мне не получается пришивать. И когда я его пришиваю, он у меня, ну как-то, это сильно маленькая такая плюшевая часть. Она у меня почему-то не пришивается так, как я хочу. Поэтому я беру горячий клей и мажу всю эту часть с горячим клеем. И там, где мы делаем утяжки, прям туда внутрь вкладываю. Ничего абсолютно не видно. Видно только вот так вот эта губа. И все. И то это на желание, кто хочет, да. Чересчур сильно припалила, но это не страшно, потому что эта вся часть закрывается. Лишь бы только вот такой эффект был, что у него полноценный рот. Вот. Далее. Давайте тогда мы сделаем утяжки. Вот так. Сейчас. Я беру вот эту нитку ирис. Или, да, джинс ярн, по-моему. Не знаю, как она, девочки, называется. Но она такая не акрил, а такая гладкая. Гладкая. Тоненькая, красивая. Когда ей вышиваешь, она не лохматится. Как она называется, я не знаю. Палец у меня болит, блин. Так. Я пыталась здесь просто брать, завязывать. Один глаз утягиваешь и завязываешь. Мне не получалось. У меня рвется эта нитка все равно. Надо еще плотнее нитку брать. Поэтому мы как-нибудь по-другому сделаем. Вот. Примерно здесь будет сидеть нос. И вот так утянем. Я здесь сделаю такой узелочек. Я прям, наверное, ну ладно, делаю узелок. Можно и завязать. Я сделаю узел. Так, и теперь делаем то, что мы делаем всегда. Вату захватываем снутри, девочки. Да что такое, где ты? Куда ты исчезаешь? Вылазится мне там, где надо. Очень большой.
Ну, не то, что большой, но все равно под камерой тяжеловато. Теперь идем сюда и идем в рот. Итак, давайте повторим несколько раз. Так. Еще раз сюда же. Чуть-чуть сдвигаем, да, в сторону, чтобы не выйти. Вот. Плохо я вижу из-за того, что мне мешает и лампа, и камера. Так. Ножницы. Сладенький у меня тут уже получается такой пирожок. Глаза немножко утянула. Ничего страшного. Я хочу его такого щекастого, бобрястого. Так, на петельку уйдем в сторону. Вроде бы я его хорошо утянула, он не должен идти назад. Идем сюда и вытягиваем этот глаз. Сюда. Ну, короче, все время одна и та же техника, я ее люблю. Можно по-другому утягивать, но мне нравится так. Ой, че сладенький, здравствуйте. Какой пупсик рождается тут у меня. Так, еще раз повторяем, девочки. Блин. Ком. Вылазит, смотрите, она где вылазит. Сейчас попробую тянуть. Стелка сзади начинает храпеть. Только уснула. Девочки. Так, хорошо, что я уже почти готова. Она держалась, а потом говорит: мама, если, говорит, сейчас я начну храпеть, я говорю, иди в свою комнату. Нет, я хочу с тобой, у нас выходные. Я говорю, ну... Она говорит, а если вот ты сейчас, говорит, если я сейчас начну храпеть, это значит, ты видео не доделаешь. И это очень плохо. Это значит, мы завтра в бассейн не поедем, потому что тебе надо доделать видео. Поэтому, мама, я спать не буду. Я буду держаться до последнего. Время 1:30 ночи. Ну ладно, у нас выходной, ладно, ей разрешают побаловаться. Она терпела до последнего, пока я буду готова. Не вытерпел ребенок. Храпит, короче. Так, ну давайте я еще один раз. Я люблю повторить несколько раз, потому что когда дети играются с ними, она все становится очень так легко. Вот. Ну вот одинаково утянула вроде бы, да? Вроде бы одинаково. Получился такой ротик. Теперь надо здесь сделать узел. Девочки, делаем узел, я на руки его возьму. Так, сделала узел. Давайте ему еще брови сделаем. У меня еще нитка осталась. Делаем этому косолапому брови вот так. Ой, что такое? Что надо мне еще, наверное, выйти сюда на одну, скорее всего. Да, вот так. И вот так. И я вот тут, где ухо, выйду, сделаю там узелок и отрежу. Так. Еще, конечно, ему можно сделать вот эти белые, такие, ну как глазное яблоко, да, такое белое. Здесь такие черточки, если вы хотите. Я ему оставлю так. Оставлю более классика, как говорится. Вот. Значит, что мы еще сейчас будем делать? Мы сюда пришиваем губу или ее приклеиваем. Это то, что буду делать я. Намазала клеем. Вот так вот приложила туда внутрь. И так она приклеится. Для меня это одна и та же система, что и пришить. Даже еще лучше, потому что как я сейчас иголкой сюда залезу, я даже себе не представляю. Прямо туда намазать клей, здесь намазать. И прям туда засунуть просто так раз. И приклеить. И вот вам рот. Прям можно вот так вот, лишь бы он эффект был, что у него есть
Вот это вот балаболка. Так, потом наполняем нос и пришивайте. Господи, ты какой сладенький. Здравствуйте. Вот он, красавчик-то. Ой, какой нос. Вот это шикардос. Вот такой надо ему. Как будет в профиле. А в профиле тут вообще такой пирожочек. Все. Аж жить захотелось. Ой, блин, какой это кайф, девочки. Вы даже не представляете, я всегда так жду этого момента в конце видео, когда из этих ниток и крючка получается такое охеренное чудо. Здравствуй. Я сейчас, девочки, 5 минут возьму, я с ней поговорю, чтобы не это самое. А потом выйду на связь. Да нет, я шучу. Я успею с ней поговорить. Если честно, я вообще люблю такие игрушки без вот этой вот губы, если честно. Но они у меня все с губой, поэтому у него тоже будет губа. И, наверное, в принципе, даже это очень несимпатично. Вот так вот. Ой, пирожок такой. Бубочка ты моя. Это Стелла мне называет. Она когда спать хочет, прижмется к моей сиське и говорит: бубочка ты моя. Ай, Стелка. Это Стелка моя бубочка. Мой кусок счастья. Чё вы такой вот? Видели? Все, девочки, медведь готов, слава богу. У меня столько времени на это ушло. У меня вообще нет ни эмоций, ни силы, ни стимула. Вообще что-то такое происходит. Поскорее бы уже лето, чтобы вот этих перепадов не было, наверное, не знаю. Вот, но я его родила и, конечно, обещала, что сделаю сразу. И немцам тоже, но не дошла я до этого. Поэтому придется им ждать. Никуда не денешься. Вот. Пришивайте, девочки, уши. Вот так. Пришивайте ему ухи. Пришивайте ему носик. Делайте ему вот эти белые черточки, если вы хотите. Я буду без. Можно сделать и такие еще ему черточки, как, ну, как глаз, просто выделить, да. Хвост ему пришивайте. Это все вы сделаете сами. И наш косолапый готов. Вот. Вот такое. Можно ленточку ему еще привязать, если вы хотите. Не обязательно. Эту голову можно садить на шарнир, но я пробовала. Шарнир должен быть здесь минимум 5, 5,5, 6. Если вы вяжете с Хималая Бэби. Иначе голова болтается. Поэтому я одного попробовала сделать чисто ради любопытства. А остальных я вывязывала голову, как сам автор и делал. Вот тут. И вот такой у меня получился красавчик. Все, девчат. Я сейчас это все пришью. А завтра я покажу, какой он у меня получился, и выставляю для вас это видео. До завтра, пока. Всем привет, всем доброе утро. Девочки, вот пришила я вчера ушки, носик, хвостик, ротик ему приделала. Вчера я не протянула на видео ниточку вот эту вот между носиком и ртом. Забыла совсем. Сегодня утром только это увидела и протянула. Обратите на это тоже внимание, да? Она обязательно должна быть там. Вот так он у меня получился. Получился миленький. Сейчас. И вот таких медведей я уже по ее ЖМК навязала. Вот этого медвежонка я вязала с суставом для шеи. Использовала сустав 4,5 сантиметров, но он маленький был для этого. Если вы хотите использовать, то нужно брать 5,5 или 6. Ну, там, скорее всего, придется самим делать. Вот. А у остальных, у всех я голову вывязывала. Этих троих как-то так просто захотелось вечером сидеть и вязать, не снимая на камеру. Такие моменты тоже, девочки, бывают. Чисто просто испробовать. Я брала здесь носики и под них подгоняла пряжу. Вот. Хотела просто показать, что можно не только вязать им носы. Здесь я вязала, а можно и брать различную еще фурнитуру и не бояться этих цветов. Да, он может быть и красный, мне кажется. Здесь даже носик красиво было бы очень красный, но у меня не было красной пряжи акриловой. Она, вернее, где-то есть, но ее искать надо было. У меня ее очень много, поэтому я решила взять черный. Ну, вот такие вот они у меня получились. Вот. Сегодня у нас суббота. Я вам всем желаю приятных выходных, легких петелек. И до следующего раза. Пока, девочки.